прошлый раз обсудили такие банальные вещи, типа общие слова о языке, потом структура программы, потом я рассказал про объявления и про какие бывают фундаментальные типы, потом мы начали говорить про выражения. Вот, и говоря про выражения, мы начали говорить про операторы. Вот, ну там были, там понятно, что есть арифметические операторы, значит, а потом еще есть операторы побитового сдвига, потом еще есть операторы побитового и побитового или, побитового исключающего или. Вот, потом я сказал, что есть еще логические операторы вот такие. И на этом мы закончили. Я объяснил, как работают все эти операторы. Ну, тут, в общем, нечего объяснять, потому что все и так понимают, как они работают, особенно вот эти. И мы закончили на этом. Сейчас мы продолжим с того же места. Вот, я напомню еще, что вот про эти операторы я сказал важную вещь, что они обязаны не вычислять правую часть, если по левой уже все понятно. Вот, и что они конвертируют обе части, которые им дали, в буль. Вот, есть еще, кстати говоря, унарные операторы. Вот есть, ну это все бинарные операторы. Вы понимаете, что бинарные операторы, это операторы два аргумента требуют. Есть еще унарные операторы. Вот есть, например, оператор восклицательный знак. Это логическое «не». Он берет булевское значение после себя стоящее и инвертирует его. А есть еще тильда. Это побитовое «не». Тоже унарный оператор. Вот, кстати говоря, есть еще унарный плюс и унарный минус. Вот, вот эти вот операторы, они могут применяться и к одному аргументу. Ну, минус 5, например, это же корректное выражение. Вот это унарный минус. Так, хорошо. Вот, это был пункт 4, он назывался выражение. Вот это вот я все в пункт 4а внесу, пожалуй. Это такие базовые операторы, про которые всем все должно быть и так понятно. Теперь я поговорю про... Я же могу на ту доску переходить? Нет. А в прошлый раз мог. Как это нет? Я переходил, и все было хорошо. Ну, слушайте, а как же писать? Ну, блин. Так, ладно. Значит, в пункте 4b я поговорю про операторы присваивания. Вот есть оператор равно. Это такой хитрый оператор, который... Ну, с ним у нас будет еще много головной боли связано, но сейчас мы с ним познакомимся впервые. Ну, что делает оператор равно? Он берет вот то, что слева, там, упрощает это выражение, если можно, упрощает то выражение, которое справа, и записывает вот в перемен то, что получилось сюда, присваивает этому значение того, что справа. Вот. Конечно, это работает не всегда. Например, если то, что слева, не преобразуется, вот если тот тип, который справа получился, не преобразуется в то, что слева, то это не сработает. Но это очевидно. Есть более хитрая проблема. Если то, что слева, не является объектом, которому можно присваивать. Ну не каждому же вы же не можете написать 5 равно 3. Вот это некорректное выражение. Потому что 5 это не то, чему можно было бы присвоить какое-то значение. Вот чтобы выражение с оператором присваивания было корректно, нужно, чтобы выражение, написанное слева, было так называемым L-value. Чтобы это не значило. Значит, вот почему L-value? Ну, как бы L от слова left. Left side value. Есть понятие L-value и R-value. Вот на нашем текущем уровне познаний
мы будем их определять просто вот так. L-value — это выражение, которое может стоять слева от оператора присваивания в корректной программе. А R-value — это, ну, в общем-то, выражение, которое не может. Вот, например, 5 — это R-value, потому что пятерки вы не можете ничего присвоить. А вот там X — это L-value, если, конечно, он при этом таков, что его можно менять. Ну, это не очень правильное определение, но до C++11 вот именно так оно и будет у нас. Вот. В C++11 возникли новые проблемы с этим. Там пересмотрели понимание того, что такое L-value и R-value. И в связи с этим возникло много новых интересных тонкостей. Но пока мы просто будем называть L-value — это то, что может стоять слева от оператора присваивания, а R-value — это то, что не может. Все выражения подразделяются на L-value и R-value. В C++03 так и было. Ну, я думаю, вам интуитивно понятно, что является L-value, а что R-value. Вот. У вас, наверное, может возникнуть вопрос, а что, кроме, собственно, идентификаторов, может быть L-value? Вот. Ну, это правильный вопрос, если он возникает. Сейчас мы выясним, что еще некоторые вещи могут быть. Значит, оператор присваивания. Вот. Этот оператор еще для нас интересен тем, что он, вот из тех операторов, которые мы смотрели, первый пример оператора, модифицирующего свои аргументы. Оператор присваивания, он ведет себя не константно по отношению к левой части. Вот все операторы, которые я перечислял до этого, они просто берут левый аргумент, берут правый аргумент и возвращают что-то от них взятое. А оператор присваивания — это штука, которая берет левый аргумент, берет правый аргумент и меняет левый аргумент в зависимости от правого. Это модифицирующий оператор. Вот. А что возвращает оператор присваивания, как вы думаете? Что, по идее, ну, это же оператор, он должен что-то возвращать. Вот что, по идее, должен возвращать оператор присваивания, чтобы им удобно было пользоваться? Мы же хотим уметь писать вот так, например. X равно Y равно 3. Значит, у операторов присваивания есть правила, они правоассоциативные. То есть, если несколько операторов присваивания записано подряд, то выполняется сначала право, они справа налево выполняются. Вот арифметические операторы выполняются слева направо, если они одинакового приоритета. А операторы присваивания выполняются справа налево. Так вот, что же должен возвращать оператор присваивания, чтобы, значит, вот такие выражения, например, были корректны? Ну, он должен возвращать, наверное, то значение, которое получилось, которое и присвоилось. Вот. То есть вот значение этого выражения — это 3. Но на самом деле возвращается не прям 3, а возвращается просто y. То есть оператор присваивания возвращает не правую часть, а левую часть того, что в итоге получилось. Оператор присваивания, значит, по стандарту берет правую часть, берет левую часть, упрощает обе части, если возможно. И если все корректно, то есть это является L-value, то он меняет значение этого на это и возвращает вот это же, то есть то, что получилось. На самом деле он возвращает ссылку на это, но вот что такое ссылка, я пока остерегаюсь говорить. Вот я пока просто скажу, что он как бы, вот считайте, что вот такое выражение просто заменяется на вот x равно y. Это довольно корректно, это в принципе можно так себе представлять. Соответственно, потом будет выполнено x равно y, и вот таким образом все станет равно 3. Так, еще что-то я здесь хотел сказать. Да, вот, например, что если я напишу вот так: x равно 3 в скобочках равно 5. Так можно? Да, можно, потому что вот это вот, как я уже сказал, после выполнения превращается просто в x. Ну, у него теперь значение 3, но вот это вот как бы заменяется на x при вычислении.
Таким образом, вот это выражение, оно все превратится в сначала выполнится это, x станет равен 3, и это выражение станет эквивалентно x равно 5. А потом x станет равен 5, и снова вот это значение этого выражения станет равно 5, но оно как бы просто заменится на x. Вот как работает оператор присваивания. И это важно помнить, когда вы пишете, например, я еще не объяснял, что такое if, но это детский сад, вы все знаете, что такое if. Когда вы пишете if что-то там, сделай что-то, вы иногда можете написать что-то типа там if x равно там 3, сделай что-нибудь. Вы же понимаете, что вот когда вы так пишете, вы на самом деле не сравнение делаете, а присваивание. Ну потому что сравнение, оно два знака равно. Это мы сейчас дальше обсудим. Тем не менее, такое выражение корректно. Значение этого выражения равно 3. А 3 это конвертируется в true. Таким образом, если вы случайно вместо равенства напишите присваивание, вы можете этого даже не заметить. Это ну так, не распространенная ошибка, но бывает такая ошибка, и она трудноуловимая. Потому что когда вы еще не привыкли вот к такому, вы можете написать случайно присваивание вместо сравнения и не заметить, что у вас что-то пошло не так. Вот это вот корректное выражение. И вот это корректный if. Значит, дальше, ну, на самом деле компилятор, скорее всего, вам вынесет предупреждение, если вы так напишете. Компиляторы сейчас умные, это не ошибка, конечно, это не ошибка с точки зрения языка, но компилятор вам сделает warning, он подсветит это место и скажет, типа, при компиляции, здесь присваивание вместо сравнения, вы точно уверены, что хотели написать именно это? И очень важно помнить, что есть операторы составного присваивания, такого сложного присваивания. Значит, плюс равно, минус равно, звездочка равно, слэш равно, процент равно, влево-влево равно, вправо-вправо равно, амперсант равно, палка равно и циркумфлекс равно. Значит, это операторы составного присваивания. Что они делают? Что такое, например, плюс равно? Но они все работают одинаково по одной схеме, поэтому я только на примере плюс равно покажу, что происходит. Что значит x плюс равно там, y? Это значит x равно x плюс y. Но не совсем. Ну, по смыслу это означает вот это, но это не эквивалентное выражение. Почему это не эквивалентное выражение? Потому что вот это эффективнее работает. Что значит x равно x плюс y? Значит, возьми x, возьми y, сложи их, посмотри, что получилось, подставь это сюда, потом значение x замени на это. Что значит x плюс равно y? Значит, возьми x, возьми y и сразу же в x положи то, что получится, если к нему y добавить. Ну, грубо говоря, если у вас x и y это там очень длинные числа, то произойдет лишнее копирование. Допустим, у вас x и y это стозначные числа. Если вы так напишете, то у вас сначала возьмется, вот посчитается стозначное число, которое здесь, потом оно сложится с этим. Если вы так напишете, то у вас сразу к этому добавится ваше стозначное число. Это эффективнее. Поэтому я всех призываю, и когда вы будете делать домашние задачи, я думаю, вам обязательно будут вас тыкать в это носом, если вы не будете так делать. Вместо вот этого всегда писать вот это, потому что это правильнее и быстрее работает. Точно так же с остальными операторами. Вместо того, чтобы писать x равно x плюс y, или x равно x поделить на y, или там что-то другое сделать, вы пишете вот так. Это составное присваивание. Оно работает по той же самой схеме, как и обычное присваивание, то есть оно требует, чтобы вот эта штука была L-value, а еще после вычисления оно возвращает, собственно, то, что получилось. Вот этот вот x и вернется же. Дальше. Это были присваивания. Значит, ну про присваивание я вроде рассказал. Следующая вещь, про которую я расскажу, это сравнение, наверное. Но на самом деле тут нечего рассказывать. Значит, есть еще операторы сравнения. Ну вот равно-равно, про который я вам уже говорил, не путайте его с присваиванием. Не равно, меньше, больше, меньше или равно, больше или равно. Вот меньше или равно, больше или равно, это не составное присваивание, это сравнение. Вот это вот составное присваивание. Это побитовый сдвиг с составным, это составное присваивание с побитовым сдвигом. А это сравнение. Не путайте.
Это разные принципиально операторы. Оператор сравнения, конечно, тоже не модифицируют свои аргументы, и они не требуют никак... Да? А в чем разница, если мы будем делать эти сдвиги, учитывая через равно, или просто написать сдвинуть на какое количество байтов без равно? Можно же X влево-влево 5, значит возьми X, возьми 5. Посчитай то, что получится, если X сдвинуть на 5, и верни это. X не поменяется при этом, и 5 не поменяется. Это как плюс. Вот. А X влево-влево равно 5, это значит возьми X, возьми 5, и сдвинь X на 5, и верни то, что получилось. Так. Это были операторы сравнения, ну, с ними все очевидно, они, опять, значит, они возвращают буль, все эти операторы. Так, и еще надо сказать про... Так, давайте я еще расскажу про 3 оператора сейчас. Вот, сейчас я расскажу про оператор... Ну, я расскажу не про все операторы, конечно. Потому что про некоторые из операторов мы будем говорить только там уже весной, прежде чем мы до них дойдем, чтобы объяснить, что они делают. Вот. Сейчас мы поговорим только про некоторые, самые простые, ну, базовые. Значит, следующий оператор, который нужно знать прямо сейчас, это так называемый тернарный оператор. Это вот такой вот оператор, знак вопроса, двоеточие. Так, кто уже знает, как им пользоваться? Большинство знает. Это хорошо. Вот. Понимаете ли вы, как он работает? Значит, это единственный в языке C++ тернарный оператор. Тернарный означает, что он 3 аргумента требует. Что такое знак вопроса двоеточие? Давайте я напишу. Вот что это такое? Что это за выражение? Это выражение, которое вычисляется следующим образом. Сначала вычисляется x. Он конвертируется в буль. Если нельзя конвертировать в буль, ошибка. Дальше, в зависимости от того, это истина или ложь, вычисляется первая часть или вторая часть. Вот если это истина, то вычисляется y и возвращается y в результате всего этого выражения. Ну, то, что здесь получилось. Если x ложь, то y не трогается, вычисляется z и возвращается то, что здесь получилось в результате всего этого выражения. Опять же, важно, что если x это ложь, то y даже не посчитается. То есть не будет, если у вас, например, написано что-то в духе там x равно 5, тогда y присвоит 3, а иначе z присвоит 7. Я, значит, на всякий случай поставлю скобки, потому что я не помню, какой там приоритет. Вот, постоянно забываю. Значит, если x равно 5, то z не изменится. Y присвоится 3, а с этим ничего не произойдет. И вернется 3, конечно. Ну, вернется y. Таким образом, вы можете, например, написать там x равно, и вот это все в скобках. Я начинаю вот составлять сложные такие выражения. Вот это вот тоже корректное выражение. Что это значит? Это значит x равно... Вот x надо присвоить, в зависимости от того, был ли он равен 5, ему надо присвоить либо 3, либо 7, но при этом еще попутно y и z поменять, там, в зависимости от этих условий. Это вот корректное выражение. Это либо превратится в x равно y, либо в x равно z, в зависимости от того, чему был x изначально равен. Теперь, да, значит, я вас всячески призываю пользоваться этим оператором везде, где можно, ну, без фанатизма, конечно. Если у вас длинные ифы там на 5 строк, то не надо их заменять на знак вопроса двоеточие. Но когда у вас выражение вида там, если что-то, там, return одно, а иначе return другое, это else return там что-то еще. Вот ловите себя на мысли, что так не надо писать никогда. Вот этот оператор служит как раз для того, чтобы такого не писать. Это в одну строчку делается. Нужно писать return. Вот это знак вопроса, вот это, двоеточие, вот это. Теперь еще 2 оператора. На самом деле 4 еще оператора. Тоже очень важных, и про них мы тоже будем еще впоследствии говорить подробнее, но сейчас мы с ними познакомимся. Ну, это оператор инкремента и декремента. Значит, это плюс-плюс и минус-минус.
Они бывают двух видов каждый, они бывают префиксные и постфиксные. И вот как раз сложность заключается в том, чтобы понять, в чем разница. Что такое префиксный инкремент и чем он отличается от постфиксного инкремента? Префиксный инкремент берет x, увеличивает его на 1 и возвращает то, что получилось. И то, что получилось, при этом является L-value. То есть он x, вот этот же x и возвращает. Это вещь, которая меняет x, и его же на это место подставляет, вместо того, что получилось. Что такое постфиксный инкремент? Постфиксный инкремент берет x, увеличивает его на 1, а возвращает то, что было до того, как его увеличили. Что это значит? Это значит, что он создает копию того, что было, сам x он увеличивает, а возвращает вот эту копию, временно созданную. И поэтому то, что получилось, является R-value. Писать вот так можно. Писать вот так нельзя. Вот это так нельзя делать, а так можно. Потому что префиксный инкремент возвращает сам x, то есть L-value. А постфиксный инкремент возвращает копию того, что было до того, как x увеличили. То есть созданный только что на этом месте какой-то объект. И этому нельзя присваивать, потому что это временный объект. Аналогично с декрементом. Отсюда вытекает еще одно интересное следствие. Префиксный инкремент работает быстрее в среднем. Почему? Потому что постфиксный инкремент создает копию, а префиксный нет. Отсюда одно из правил код-стайла следует. Всегда, если вам не важен результат, пользуйтесь префиксным инкрементом вместо постфиксного. Вот в яндексовском и в гугловом код-стайле требуется, чтобы вы... Вот, кстати, интересный тоже опрос провести социальный. Кто из вас, когда пишет for, ну вы все пишете for, я уверен, for int i равно нулю и меньше n, кто пишет i++, а кто пишет ++i? Вот кто пишет i++? Вот, переучивайтесь. Значит, правильнее писать ++i, потому что i++ это создание лишней копии. Если у вас счетчик это целое число, то это не важно. Конечно, ну подумаешь, копию целого числа создадите. Но если у вас впоследствии будет итератор по какой-то там тяжеловесной вещи, там, и его инкрементация это будет что-то нетривиальное, то ++ работает дольше. Яндексовский и гугловский код-стайл, которым мы следуем, требует писать префиксный инкремент всегда, когда не важен результат. Вы еще подробно поймете, почему это так. Мы, когда с вами будем классами заниматься и реализовывать эти операторы, перегрузка операторов, то мы прям напишем, как они работать должны. То есть мы еще к этому вернемся, сейчас я просто знакомлю с этим. Так, и еще два оператора я сейчас рассмотрю. Первый оператор из оставшихся, который я рассмотрю, это оператор sizeof. Такой не очень известный оператор, но тоже простой, и рассмотреть его прямо сейчас стоит. Что такое sizeof? Sizeof это такая штука, но это на самом деле оператор. Он берется в скобочках от чего-то, и он возвращает количество байт в памяти, которое занимает, ну, вот здесь вот некоторый тип получается, объект некоторого типа. Sizeof возвращает количество байт, то есть число, равное количеству байт, которое бы занимал в памяти объект этого типа. Полезная вещь, когда вам нужно, выделить там количество памяти, которое бы хватило на 100 объектов нужного вам типа, вы пишете 100 умножить на sizeof вот от того, что вы хотите выделить. Причем здесь можно писать как сам объект, то есть как там sizeof x можно написать, и он вернет какой размер у x. А можно писать sizeof название типа, и он вернет какой размер занимает объект этого типа. Так работает оператор sizeof. Это встроенный в язык оператор, он гарантированно есть.
ничего не надо подключать. И последний оператор, о котором я расскажу в этом пункте, прежде чем идти дальше, это оператор, самый мой любимый оператор, потому что он очень забавный, и о нем совсем мало кто знает. Значит, оператор запятая. Значит, есть такой великолепнейший совершенно оператор, который многие даже не считают оператором. Но формально он им является. Конечно, не во всех контекстах запятая является оператором. Там, когда вы функции аргумента перечисляете, это не оператор запятая. Оператор запятая, если вы выражение пишете, вот через запятую несколько вещей, например, x равно 5, запятая, y равно 3, запятая, z плюс плюс, запятая, 7. Такое вот выражение. Корректно ли это выражение? Ну, конечно, корректное. Это выражение, состоящее из запятых. Тут оператор запятая. Что делает оператор запятая? Оператор запятая работает следующим образом. Он вычисляет левую часть, вычисляет правую часть, никак их друг с другом не сопоставляет, ничего между ними не делает. Просто отдельно вычисляет левую часть, отдельно вычисляет правую часть и возвращает правую часть. Все, оператор запятая. То есть, например, если вы напишете x равно в скобочках 5,3, чему будет равен x? 3. Что такое запятая? 5, 3, окей, посчитали, вернули то, что справа оказалось, x равно 3 теперь. Если вы напишете там x равно и в скобках вот это все, что произойдет? X присвоится 5, y присвоится 3, z увеличится на 1, а x после всего этого присвоится 7. Вот так работает оператор запятая. В случае с оператором запятая гарантируется, что сначала посчитается левая часть, потом только правая. Сначала выполнится все, что слева, потом все, что справа. Так. Оператор запятая, еще важный факт, который про него нужно помнить. Вот если про оператор там присваивания, знак вопроса, двоеточие, я сам до сих пор забываю, к сожалению, какой у них приоритет, в каком порядке они выполняются, то про оператор запятая легко запомнить, он выполняется в самом-самом конце. То есть это оператор с самым низким приоритетом из всех существующих операторов. Все другие операторы, в том числе, которые мы еще не изучили, выполняются до него. Запятая — это как раз штука, которая вот по смыслу служит разделителем. Вы можете что-то сделать, запятая, что-то еще сделать, запятая и так далее, в одну строчку. Это будет одна инструкция с оператором запятая. Такая вот вещь. Вот. Прежде чем уйти от этой не столь нудной, но длинной темы, я хочу еще сделать пару замечаний. Вот я уже сказал, что запятая хоть и является оператором, но не в любом контексте. Например, когда вы пишете там f от 5,3, где f это некоторая функция, здесь это не оператор запятая, это у нее другой синтаксический смысл. Вот это не выражение, это такой синтаксис вызова функций. Вот это все вместе, это выражение, да, потому что вызов функции с аргументами является... Но сам по себе список аргументов функции — это не выражение, это синтаксис такой. Это не оператор запятая. Точно так же я хочу, чтобы вы обратили внимание, когда вы пишете объявление, например, int x равно 5, вот это не оператор присваивания внезапно. В контексте объявлений равно не является оператором присваивания. Вот это вот не является выражением с присваиванием. Вот правая часть может быть выражением, и она может содержать любые другие операторы, лишь бы тут целое число получилось. Можно написать int x равно, скобка открылась, и какое-то длиннющее выражение с равно, с запятыми, с кучей других операторов любых. Оно вычислится и подставится, его значение присвоится x. Но это не оператор присваивания в этом контексте. Это просто объявление, это синтаксис такой, это инициализация. Важно отличать оператор присваивания от инициализации. Первичная инициализация, которая при объявлении делается, это не присваивание. И работает она по другим правилам. На этом я закончил говорить про операторы. И напомню еще раз, что мы говорим про операторы в контексте того, что вообще бывает среди инструкций. Бывает, значит, объявление, выражение
и мне осталось рассказать только про управляющие конструкции. Значит, пункт 5 – это управляющие конструкции. Какие вы знаете управляющие конструкции? Я думаю, вы уже сами знаете их все почти. Но я, тем не менее, должен про них быстренько сказать. Значит, ну, во-первых, это if. Это условие. Как оно устроено? If, скобка открывается, if – это ключевое слово. Здесь булевское выражение. Скобка закрывается, statement. Что такое statement? Вот здесь я введу понятие statement. Statement – это инструкция произвольная. Statement как раз это либо объявление, либо выражение, либо управляющая конструкция. Statement – это вот нечто, что представляет собой инструкцию. То есть здесь может быть просто выражение, здесь может быть объявление, здесь может быть другая управляющая конструкция. Кстати говоря, я напоминаю, что стейтменты, они могут объединяться в фигурные скобки, и тогда после них не ставится точка с запятой. Когда вы пишете if что-то, фигурная скобка открылась, что-то там фигурная скобка закрыл, вы делаете, по сути, вот тот самый композитный стейтмент, то есть после if требуется какой-то стейтмент, какая-то инструкция. Но вы можете написать одну инструкцию, и тогда фигурные скобки не нужны. А можете написать несколько инструкций, объединенных фигурными скобками. Вот это то самое, что я говорил в самом начале, просто под if. Как бы вместо одной инструкции вы пишете несколько фигурных скобках. Это вот так работает. Значит, как работает if? Ну, вы все понимаете. Вычисляется то, что здесь. Если это конвертируется в буле, если это истина, то выполняется statement, иначе не выполняется, просто идем дальше. Следующая вещь это while. Опять while булевская expression. Statement. Как работает while? Вычисляем вот это выражение перво-наперво, конвертируем его в буль. Если это истина, выполняем statement, снова вычисляем выражение. Если это истина, снова выполняем statement. И так делаем, пока вот это не станет ложью. Как только это становится ложью, в том числе, если это в самый первый раз становится ложью, не выполняем уже statement, идем дальше. Опять же, хочу обратить ваше внимание, что булевское выражение, во-первых, оно не обязательно должно быть прям именно булевским, оно должно конвертироваться в булевское. То есть это может быть присваивание, например. Лишь бы его можно в буль конвертировать. Это может быть целое число. Это может быть инкремент какой-нибудь. Это может быть выражение, модифицирующее свои аргументы. Это может быть конструкция с оператором знак вопроса двоеточие, запятая. Лишь бы оно возвращало что-то, что в буль конвертируется. Значит, это цикл с предусловием. Ну, есть еще цикл с постусловием. Do statement while булевское выражение. Он делает то же самое, с той лишь разницей, что сначала выполняет statement, потом проверяет, надо ли еще раз его выполнить. Ну, я думаю, нет смысла здесь задерживаться, потому что все в школе программировали и знают, что это такое. Там, на любом другом языке все то же самое. Вот. Самая, пожалуй, интересная управляющая конструкция – это for. Она интересна тем, что она всемогуща, и не все знают сразу о ее возможностях, вот, поэтому я сейчас акцентирую на них внимание. Значит, как устроен for? Ну, по задумке это цикл со счетчиком. Все, наверное, пользовались for. Что такое for формально? Значит, for, дальше скобка открывается. Ну, давайте я так напишу. For, дальше declaration или expression, дальше bool expression и дальше просто expression. И statement после всего этого, конечно. Как устроен for? For. Что делает for? Смотрим на первую часть, она называется инициализатор. Выполняем перво-наперво то, что тут написано.
Дальше. Проверяем, истинно ли вот это. Если истинно, выполняем statement. Вычисляем вот это. Снова проверяем, истинно ли это. Если истинно, выполняем statement. Вычисляем это. Снова проверяем, истинно ли это. Выполняем и так далее. В какой-то момент вот это станет ложно. Тогда мы уже не выполняем statement. Последовательность вычислений такая. Сначала первое, вот это вот делаем. Затем проверяем это. Вот это, потом это. Statement, expression, bool expression. Statement, expression, bool expression. Это любой expression, вы понимаете? Это не обязательно плюс-плюс что-то. Здесь может быть любой expression, какой угодно, знак вопроса, что угодно, вот любое выражение можно здесь написать. Оно будет выполняться каждый... Ну так принято, что вот для удобства счетчик можно здесь заводить и делать его инкремент. Но вы не обязаны здесь делать именно инкремент чего-либо. Вы можете любой expression здесь писать, точно так же, как и здесь. Вы не обязательно должны писать проверку на равенство. Вы должны опять написать любое выражение, лишь бы оно в буль конвертировалось. А здесь вот вы должны написать некоторые выражения, которые хотите, чтобы выполнилось перед циклом. Вот там в очень старых версиях это должно быть было именно выражение, но потом разрешили делать declaration. То есть если вы хотите там какую-то переменную ввести прямо вот здесь, то вы можете это сделать. И это не обязательно должен быть int, конечно же, и не обязательно должен быть какой-то базовый фундаментальный тип. Вы можете любой declaration здесь сделать. Любой объект любого типа здесь можете объявить, и его область видимости будет ограничена вот этим фором. То есть, как только вы закончите, как только вы из фора выйдете, вот этот statement вы перестанете выполнять, пойдете дальше, область видимости вот этого выражения, вот этого, того, что объявили, закончится. Вот как работает for. Кроме того, любую из этих частей можно пропустить. Можно не писать здесь ничего, просто пустое место ставить, точку запятой поставить. И здесь можно ничего не писать. И здесь можно ничего не писать. Можно писать for, скобка, две точки запятой, скобка закрылась. Дальше statement. Если вы опускаете вот эту часть, ну, значит, просто ничего не делается в этот момент. Если вы опускаете вот эту часть, то считается, что здесь всегда true. Если вы опускаете вот эту часть, ну, тоже просто ничего не делается. Таким образом, вечный цикл — это for, точка запятой, скобка закрылась, statement. Вот. Дальше switch. Ну, на самом деле, switch уже не так. Вот этого уже достаточно, но есть еще switch. Ну, тоже для удобства он существует. Switch. Дальше expression. А дальше там такой синтаксис. Вы пишете case expression. Кстати, знаете, я даже вот засомневался здесь, можно ли произвольный expression писать или нет. По-моему, можно. Наверное, все-таки можно, но черт его знает. Просто так редко пользуешься switch'ем, что забываешь. Значит, ну, как работает switch? Ну, берет, вычисляет вот это, а дальше проверяет, чему из вот этих экспрессионов он равен. Значит, просто сравнение делает по очереди. Case expression, здесь какой-то statement. Дальше. Case, другой expression, еще какой-то statement и так далее. В конце можно написать default, двоеточие, еще какой-то statement. И после этого фигурная скобка закрылась. Значит, что делает switch? Вычисляет это, проверяет, равно ли это этому. Если равно, делает statement. Но это его не останавливает, он продолжает проверять. Нет, это не то, что его не останавливает. Он не то, что продолжает проверять, он выполняет все подряд. Значит, switch в C работает немного странно, но к этому надо привыкнуть. Когда он находит первое совпадение, он выполняет все до конца свитча. Поэтому, чтобы сделать так, чтобы он выполнял только этот statement, а другие не выполнял, надо здесь break написать. То есть вот в этом стейтменте нужно написать здесь я редко пользуюсь свитчем, поэтому неправильно здесь писал. Здесь не один стейтмент, а последовательность стейтментов. Statement sequence. Тут несколько стейтментов через точку запятой можно писать. Вот, кейс выражение, двоеточие, а дальше последовательность стейтментов. И если вы хотите, чтобы он перестал выполнять в этом месте, вы пишете break. Break — такое ключевое слово специальное.
Вот, для таких случаев предназначено. Вот, дефолт он выполняет, если не нашел совпадения ни с одним из экспрессионов. Ну, в общем, я не хочу про switch говорить, потому что редко используется. Если надо, вы всегда почитаете там где угодно о том, как правильно, там, какие бывают тонкости. Ну, неинтересно, не познавательно. Вот, значит, еще важные слова, которые нужно знать, это break, continue и return. Значит, break — это ключевое слово, у которого следующий смысл. Это значит выйти из текущего цикла, вот в котором мы находимся, в самом глубоком. Вот break внутри фора означает выскочить из фора. Прямо сейчас, больше не выполняя ничего из этого, сразу же перейти после вот этого стейтмента. Break внутри while означает то же самое. Сразу выскочить из while и пойти дальше. Break внутри do означает то же самое. Break внутри if не работает. Из if выходить брейком нельзя. Есть еще continue. Что значит continue? Continue значит перейти к следующей итерации. Continue внутри for означает сразу же, не доделывая до конца вот этот statement, ну если тут последовательность, снова посчитать этот expression, снова проверить этот bool expression и снова начать делать этот statement. Continue внутри while означает сразу же, не доходя до конца тела цикла, снова проверить условия и продолжить. Continue внутри do означает то же самое. Сразу же снова проверить условия и продолжить. И есть еще return. Return бывает просто return, а бывает return expression. Значит, что такое return? Это инструкция, означающая вернись из функции, в которой ты сейчас находишься. Про функции мы пока не говорили, поэтому я сейчас не буду углубляться, как это работает. Но мы скоро дойдем до этого. Ну, по смыслу return, я думаю, вы тоже все понимаете, что такое. Вот есть еще goTo. У кого это вызывает смех? Как у меня. Значит, есть goTo. goTo — здесь некоторый идентификатор, который обозначает метку. Значит, я даже не помню, по каким правилам можно именовать метки. В общем, язык C и C++ позволяет некоторые строки помечать метками, то есть писать там label, ну, в произвольном месте перед любой инструкцией в программе вы можете написать label, двоеточие. Ну, label — это не прям слово label, а какой-то идентификатор, какое-то название, метка. Вот. И тогда, когда вы напишете goTo в каком-то месте, вот это будет означать просто перескочи выполнение вот на то место. Ну, вы, конечно, все понимаете, что это старомодно, и так делать не принято в настоящее время. Значит, goTo это такое... Это из разряда того слова, которое никогда нельзя произносить. Значит, это было там в старые времена какие-то очень древние. Сейчас goTo никто не пользуется, потому что это ужасно, запутывает программы и совершенно ничего невозможно читать, потом отлаживать. Хотя я знаю места, знаю даже компании, в которых goTo в коде используется. Но я не буду их называть. Вот. Но оно там используется по делу. Ну, в некоторых местах, когда люди пишут очень такой низкоуровневый код на сях с ассемблерными вставками, там, когда о никаких плюсах речи не идет, просто нужен очень низкоуровневый код, то там goTo используется иногда. Но вот вам точно не понадобится goTo в этом году. Это были управляющие конструкции. На этом мы почти завершили введение. Но есть еще одна вещь, о которой я бы хотел сказать напоследок. Вот какая. Шестым пунктом я бы хотел вот сейчас сказать о том, какие бывают ошибки. Ошибки компиляции, ошибки выполнения. К сожалению, вот я так замечаю, что не все сразу въезжают в разницу. Вот я хочу отдельным пунктом это вынести, прежде чем начать говорить о чем-то серьезном. Значит, виды ошибок. Вот у нас сейчас звонок звенит. Ну вот я давайте пункт 6 сейчас проговорю, а потом мы перерыв сделаем как раз. Виды ошибок и УБ. Что такое УБ, я тоже сейчас объясню. Смотрите. Вот когда вы пишете вашу программу, а потом запускаете на нее компилятор и хотите потом начать ее выполнять, у вас может возникнуть ошибка компиляции. Что такое ошибка компиляции? Ошибка компиляции — это значит, что ваша программа написана так, что компилятор не может преобразовать ее в выполняемый код.
Это значит, вы написали что-то некорректное с точки зрения языка, такое, что не получается из этого создать выполняемый файл. Вот что такое ошибка компиляции. Какие бывают ошибки компиляции? Вообще ошибки компиляции, ну так условно, вот с точки зрения формальных языков можно подразделить на 3 вида. Бывают лексические ошибки, синтаксические и семантические ошибки. Это уже не обязательно запоминать, но так для общего понимания я бы сказал. Вот. Какие бывают ошибки компиляции? Что такое лексические ошибки? Это когда вы написали некоторую последовательность символов, которую компилятор не может никак вообще распознать, что это такое. Это идентификация. Ну, например, 2b3. Вот вы напишите. Это такая штука, которая компилятор не может ни идентификатором посчитать, ничем. Он не понимает, что это за лексема, что это такое. Он не может, он застревает сразу же на этом месте и говорит: я не понимаю, что это вообще такое, что с этим делать. Это лексическая ошибка. Синтаксическая ошибка — это когда вы пишете некоторую конструкцию, которую компилятор не может распарсить. То есть каждая вещь по отдельности, в принципе, понятно, чем является, но выражение, которое вы составили, или инструкция, которую вы написали, некорректна. У вас фигурных скобок не хватает, или у вас операторы принимают не столько аргументов, сколько надо, функции, у вас синтаксическая ошибка. Это как, это можно провести аналогию с естественным языком, если я вам произношу какое-то предложение, в котором слова не согласованы между собой. Там просто падежи не согласуются, я не знаю, там как-то вот предлоги перед глаголами. В общем, вы не понимаете, вы не можете составить из этого осмысленную вещь. Это синтаксическая ошибка. Вот я надеюсь, что большинство ваших ошибок не будут ни лексическими, ни синтаксическими в ближайшее время. Потому что синтаксическая ошибка, как и лексическая, значит, что вы там языком не владеете, вы пишете вещи, которые компилятор не в состоянии распознать. Некорректные выражения пишете просто. Вот. Самые интересные, самые, наверное, такие содержательные ошибки — это семантические. Когда у вас синтаксически это все правильно написано, но вот придать смысл этому нельзя. Например, вы используете переменную, которую забыли объявить. Это семантическая ошибка уже. Потому что с точки зрения синтаксиса все правильно, и лексемы правильные, но смысл этому придать не получается, потому что непонятно, что это такое. Вот. И очень многие, то есть, например, вы выполняете некоторую операцию над объектами, которые не поддерживают операции такого типа. Вы там складываете что-нибудь с чем-нибудь, при этом эти вещи вы пишете if от выражения, которое не конвертируется в буль. Это семантическая ошибка, потому что синтаксически вы можете правильно написать, а смысл придать этому нельзя. Съешь, пожалуйста, этот столб. Если я вам скажу, я синтаксически скажу все правильно, но вы не сможете, вы что ты попросил сейчас? Вы скажете: я не умею есть столы. Или еще, например, съешь себя, пожалуйста, этим столом. Синтаксически правильно все, но вы не можете совершать такие операции над такими объектами, как вас попросили. Вот это компилятор вам и говорит. Я на этом акцентирую внимание для того, чтобы вы отличали ошибки компиляции, которые называются compile time errors, от ошибок выполнения, которые называются runtime errors. Вот те, кто олимпиадным программированием занимаются, они знают, что есть такая вещь runtime error. Что такое runtime error? Это не то же самое, что compile time error, и важно очень понимать разницу. Runtime error — это ситуация, когда когда компилятор все скомпилировал, выполняемый файл создался, но ваша программа в ходе выполнения сделала что-то такое, что привело ее к краху, и она завершилась аварийно. Вот что такое runtime error. С точки зрения языка все было правильно, с точки зрения всего, синтаксиса, семантики, все было правильно, компилятор собрал вам программу, сделал выполняемый файл. Но вы сделали что-то такое, что привело к краху. Например, вы обратились к области памяти, которая не принадлежит вашей программе. Операционная система запрещает это, и она аварийно завершила вашу программу, запрещено. Segmentation fault это называется. Или у вас глубина рекурсии превзошла максимально разрешенную. Stack Overflow. Это runtime error. Все, операционная система вас вырубила. Или какие еще бывают runtime error?
Ну, пожалуй, вот это две такие самые распространенные я назвал. Вот segmentation fault, я уверен, вам еще многократно в жизни встретится, когда вы случайно в массиве обратились туда, ну, там у вас с индексами что-то пошло не так, и вы обратились туда, куда нельзя. Это тот адрес, который не принадлежит вашей программе. Операционная система вырубает вашу программу, и все, вы аварийно завершаетесь. Вот это runtime error. Runtime error невозможно отследить на этапе компиляции. Компилятор не может отслеживать потенциальные runtime-эрроры, просто доказуемо не может. Потому что есть такая теорема, там, в матлогике вы ее пройдете, теорема Райса, про то, что вы не можете, глядя на код программы, алгоритмически определить, совершит она когда-нибудь, вернет она это или нет. Компилятор может только с точки зрения синтаксиса, семантики вашего языка определять, корректна ли программа. Но после того, как она собралась, никак, конечно, вас не застрахуешь от того, что она сделает что-то запрещенное в ходе своего выполнения. Поэтому runtime error — это то, зачем вы должны следить самостоятельно и понимать, что вы пишете. Вот. Ну и еще последняя вещь, которую я наконец здесь скажу. Это такая замечательная вещь в языке C++, которая называется Undefined Behavior, или сокращенно UB. Что такое Undefined Behavior? Это когда вы пишете нечто, о чем в стандарте ничего не сказано, как это должно работать. Ну, например, вы пишете... Ну, классический пример undefined behavior — это int x равно 2 в степени 40. Если вы так напишете, добро пожаловать в undefined behavior. Переполнение знакового числа не определено в стандарте, что будет происходить в этом случае. Если вы целочисленному инту присваиваете такое выражение, которое переходит его границы, то в стандарте, ну там, по-моему, так и сказано, это undefined behavior. Если там intu присваивается, then this is undefined behavior. Это значит, что компилятор имеет право как угодно интерпретировать это. Что угодно происходить может в этот момент. Там есть такая шутка, что это значит, у вас может загореться монитор. То есть разработчики компиляторов компилятор обязан строго выполнять то, что написано в стандарте. Всякая инструкция, которая описана в стандарте, как должна работать в данных условиях, должна работать именно так. Но если про некоторую вещь в стандарте не сказано, что происходит в этой ситуации, или явно сказано, что не определено, что происходит в этой ситуации, компилятор имеет право как удобно. Вот когда люди пишут компилятор, вот как им удобно, как оно будет себя вести, так оно пусть себя и ведет. Там, как оно реализовано внутри, неважно. Вы не знаете, что будет происходить, и я не знаю. Что угодно может происходить, смотря какой компилятор. Другой пример undefined behavior — это когда вы, например, делаете так. Вот вы пишете ++x равно x++. Почему это undefined behavior? Потому что неизвестно, чему будет... Вот если x изначально был равен нулю, скажем, то я не могу сказать, чему будет равен x после такого. Дело в том, что в стандарте не сказано, в каком порядке нужно... Вот я вам говорил, что вот в случае операторов двойной амперсанд, двойная палка и запятая, там гарантируется, что сначала посчитается левая часть, потом правая часть. А в случае с оператором присваивания нет. Компилятор не обязан сначала делать это, потом делать это. Компилятор может сначала вычислить это, потом вычислить это, а может наоборот. И только потом, то есть, чтобы сделать присваивание, нужно упростить это и сделать присваивание. Он может сначала упростить это, потом упростить это и сделать присваивание. А может сначала упростить это, потом упростить это и сделать присваивание. И в одном случае у вас x в итоге присвоится значение на 1 меньше, а в другом случае x присвоится значение на 1 больше. То есть если x уже увеличился, потом еще увеличился и сделалось присваивание, то получится на 1 больше, чем если бы в обратном порядке он делал инкременты. Понятно? Не определено в стандарте, в каком порядке это будет делаться. Это undefined behavior. Много очень есть других примеров undefined behavior. Ну, например, там, если вы вызываете функцию, опять же, с какими-то параметрами, что-то, запятая, что-то, запятая, что-то.
компилятор не обязан, вот если вы вызываете функцию от некоторых выражений, здесь какое-то выражение, здесь какое-то выражение, здесь какое-то выражение, компилятор не обязан сначала вычислять это, потом вычислять это, потом вычислять это. То есть если вы написали f x присвоить 3, y равно x, там z равно y, то компилятор не обязан сначала x присвоить 3, потом y сделать тоже 3, потом он может сначала y присвоить x, старый, который был, только потом сделать x равно 3 и так далее. Не определено, в каком порядке он будет это делать. Вот. В дальнейшем, в некоторых ситуациях я буду просто говорить, там, на некоторые ваши вопросы, может быть, когда меня будет спрашивать, а что, если написать вот так, я буду говорить, а это undefined behavior. Ну, то есть не определено, что будет происходить, что угодно может произойти, просто не надо так писать. Значит, на этом мы, наконец, сделаем перерыв, и мы закончили сейчас с введением. Вот, давайте сделаем перерыв небольшой. Значит, я начинаю вторую тему, которая, видимо, займет у нас оставшиеся полторы пары, вот остаток этой и следующего. Ну, вообще, да, первая наша тема была введение в язык, я не написал, как она называется. Значит, вот эти вот 6 пунктов закончились. Теперь будет вторая тема, я решил так вот делить. Ну, по сути, на самом деле, все, что я рассказал, уже достаточно, чтобы писать там, для многих нужд, так сказать, этого достаточно, чтобы писать школьные, не знаю, какие-нибудь задачи решать там, по программированию. Вот, в принципе, все есть, как бы. Переменные объявлять умеете, выражения составлять умеете, if и for знаете, функции знаете, как вызывать, там, все, в принципе. Ну, sin, cout еще надо уметь делать, но я думаю, это вы умеете и так. Чего не хватает? Наверное, первое, что приходит в голову, это массивы. Ну вот массивов не хватает, да, вот, как бы для удобного программирования. Вот. Сейчас надо поговорить о массивах. Но, к сожалению, в языке C, как и в C++, с массивами все непросто. Вот. И чтобы поговорить о массивах, нам придется поговорить сразу о многом, например, об указателях. Значит, я назову этот раздел так. Ну, давайте так назову это. Модификаторы типов. И связанные с ними вопросы. Значит, и первое, о чем мы поговорим, это указатели. Так. Указатели — это боль. Это, пожалуй, самое неприятное, что есть в языке C. Вот. И оно неприятно как для изучения, так и для работы по соответствии с ним. Поэтому в языке C++ там придумали кучу трюков, как от этого избавиться, но в итоге все сделали только хуже, как обычно бывает, стало совсем ничего не понять. Вот, но сейчас мы будем, значит, в хронологическом порядке изучать, как оно все. Значит, я постараюсь рисовать проблему, для решения которой пришлось это придумать. Потом как бы буду говорить, что же пришлось придумать. Потом буду говорить, какая новая проблема возникла в связи с этим, что придумали для ее и так далее. Как бы, так мы постепенно будем приходить ко все новым проблемам. На самом деле стандарт современный он так и устроен. Просто в какой-то момент проблемы, которые там возникают, становятся настолько незаметными и тонкими, что чтобы их заметить, там нужны годы практики. И как бы люди предпочитают считать, что их, ну, как бы, они настолько незаметны, что вряд ли вы с ними когда-нибудь столкнетесь, поэтому мы не будем их пока решать. Ладно, указатели. Ну, смотрите, вот вообще, конечно, наверное, хотелось бы уметь пользоваться массивами. Ну, что хотелось бы уметь писать? Наверное, хотелось бы уметь писать что-нибудь типа int a квадратной скобочки 100. Ну, что такое массив, вы все понимаете, конечно же. Как в языке C и в C++ объявить массив? Ну, вот так и объявить. Надо написать тип
затем идентификатор и в квадратных скобочках сколько. Здесь, кстати, можно и переменное значение подставить. Начиная с некоторой версии C можно. Но не рекомендуется там, потому что это там рискованно. Вот опять же, если у вас будет здесь большое слишком значение, то вы вылетите с runtime error, потому что массивы больше, чем там несколько миллионов интов заводить нельзя. Больше, чем 2 миллиона, например, или 4 миллиона, там как повезет. Вот. Ну, первый вопрос, который у вас должен возникнуть, почему нельзя больше? А если мне нужен массив 10 миллионов, что делать? И это очень правильный вопрос. А второй вопрос, ну ладно, ну хорошо, в принципе, вы можете объявить массив, и с ним даже можно работать, как вы привыкли. Там можно писать там аита, это будет обращение к этому элементу. Можно писать аита равно 5, там, где и это некоторый индекс. Вот, ну, в принципе, это уже все. Как бы все достаточно, можете с массивами работать начинать. Если вам не нужны массивы больше, чем миллион, то вот все, пожалуйста, работайте. Объявили массив, проинициализировали, начали с ним работать, все. Вот. Но со временем у вас неизбежно начнут возникать вопросы. Ну, первый вопрос я уже озвучил. Нельзя объявлять массивы больше, чем, ну, там, примерно 2 миллиона. Если вы пытаетесь объявить массив 10 миллионов, у вас будет segmentation fault. Ладно. Дальше, например, вы можете работать с массивами и в какой-то момент написать, там вот вы объявили массив 100, а решите обратиться к А150 и обнаружите, что это работает почему-то. То есть обратились к А150, присвоили ему там 3, и нормально, как будто там и работать продолжает хорошо. Хуже того, вы можете обратиться, например, к А-5, и это тоже будет работать. Значит, в такие моменты у вас неизбежно должен... Да, компилятор вам ворнинги выдаст, скорее всего. Ну вот я буквально вчера вечером, прежде чем идти это рассказывать, в очередной раз поставил эксперимент, то есть написал вот так. Компилятор мне выдал ворнинг, но скомпилировал. Ну, потому что это не ошибка с точки зрения языка, так можно. Вот. Совсем у людей крышу сносит, когда они внезапно обнаруживают, что можно писать не то, что так, а можно писать вот так. И это тоже работает. Значит, это означает то же самое, что и это. И несмотря на то, что в массиве было всего 100 элементов, это продолжает работать. Значит, вот здесь, мне кажется, уже достаточно поводов для того, чтобы разобраться в этом поглубже. Как же так получилось? Как же так? Значит, давайте разберемся. Ну вот массивы в языке C, а соответственно и в C++, который унаследовал все его проблемы, они не так просто устроены, как там в каком-нибудь Паскале. Это и сила, и слабость этого языка. Смотрите, ну что такое массив? Вот у вас есть память. А когда программа запускается, для нее, под нее операционной системой выделена некоторая фиксированная область памяти, которая вот изначально есть, выделена этой программе. Это примерно, ну там, 4 мегабайта, 8 мегабайт, сколько-то. Вот сколько операционная система выделяет вот, вашей программе, там это в каких-то настройках делается, столько и есть. Значит, у вашей программы изначально память, выделенная операционной системой, ну там, сколько-то мегабайт, 4, например. Что происходит, когда вы в вашей программе что-то объявляете? Вот в этой памяти, ну тут техническая информация, тут, собственно, исполняемый код, тут код функций, там много чего в память загружено. Ну то есть, когда ваша программа запускается, она в память загружает свой собственный код, там в оперативной памяти там еще всякие вещи лежат, там ссылки, там адреса функций. Вот. В конце концов, у вас остается там сколько-то мегабайт чистого места, которое используется под то, чтобы хранить в нем локальные переменные ваши. И вот вы пишете, когда вы пишете в main, там, вот вы пишете main, и в нем пишете там int x. Что происходит в этот момент? Вот отсюда берется 4 байта, и теперь как бы оно называется x. То есть как там это реализовано, каким кодом это не важно, но в общем, когда вот это вы пишете, на самом деле что происходит при выполнении? Вот отсюда берется 4 байта,
И теперь, когда вы пишете x, вы попадаете, вот x обозначает то, что лежит в этой области памяти. Хорошо. Дальше. Когда вы пишете, например, вот так. Вот вы открыли фигурную скобку, написали y. Вот еще 4 байта выделилось. И теперь это называется y. А вот вы закрыли фигурную скобку и снова объявили z. Вот смотрите. В этот момент y должен быть забыт, как бы. То есть, вот после того, как эта фигурная скобка закрылась, вот этого уже нет. И когда вы написали int z, по всей вероятности, вот эти же 4 байта, ну как, у вас все теперь, вот это вот схлопнулось, у вас это больше нет. Значит, снова надо выделить 4 байта и это назвать z. Ну, если это не int, то там будет char, не 4 байта, а какое-то другое количество. Так или иначе, по мере того, как вы объявляете новые вещи, вот когда вы заходите в новые области видимости, у вас новые вещи объявляются, когда вы выходите из новых областей видимости, они затираются. Это называется стэк. Вот эта область памяти называется стэк, которая вам выделена системой изначально, и все, что вы объявляете в ней, оно, вот, ну, почему стэк? Первым вошел, что там, первым вошел, последним вошел, первым вышел, вот. Значит, он объявляет, накладывает, потом, по мере того, как вы выходите из разных областей видимости, вот это все забывается, в конце концов у вас ничего не остается, вы выходите из мейна. В реальности это может работать не так. И я сегодня, ну не сегодня, вчера, значит, когда ставил в очередной раз этот эксперимент, у меня там на MacBook'е там немножко по-другому. Ну, то есть на самом деле среда выполнения может не в таком порядке эту память использовать. Но важно, что она в каком-то порядке, то есть она, во-первых, не с начала, а с конца может идти. Во-вторых, она может там, ну, там распределитель памяти так устроен, что он еще Y не затирает, он Z объявляет здесь, просто помни, что этот как бы свободен, и его при случае можно переиспользовать. Но упрощенно я вам предлагаю считать, что, конечно, вы не знаете точно, как это будет, это не документировано, это как операционная система, там, как зависит от вашей платформы, от вашего компилятора, от всего зависит, как это будет работать. Но идеологически это работает так. Что происходит, когда вы массив объявляете? Ну что происходит? Вот с этого места, где у вас тут свободно, берется и оп, так, 400 байт вот на 100 интов выделяется. Ну, тут 4 мегабайта, как бы вот там. И вот следующие 400 байт считается массивом. Теперь у вас А как бы обозначает, ну, вот ту область памяти, которая начинается здесь, и как бы 400 байт еще занимает. Что происходит, когда вы пишете А в квадратных скобочках 5? Значит, исполнитель вспоминает, что А это массив, начинающийся здесь, а квадратные скобочки 5 значит, что нужно сдвинуть как бы вот этот вот не к этой ячейке памяти обратиться, а к той, которая на 5 правее. Но в каком смысле на 5 правее? На 5 чего правее? Потому что в зависимости от того, какой там тип был, там на разные шагать надо, разного размера шаги. Значит, поскольку это массив интов, то шаги должны быть по 4 байта. Значит, вот это вот означает возьми А, сдвинь его как бы на 5 умноженное на 4, на 5 умноженное на size of int. И вот то, что там лежит, и возьми. Ну, что значит тогда возьми, что значит А150? Значит, возьми А, сдвинь его на 150 интов вправо и возьми то, что там лежит. А что значит А минус 5? То же самое, эта вещь, она никак не проверяется. Вот, это просто такая синтаксическая конструкция, которая нужна для удобства написания кода, но фактически для исполнителя, для компилятора, она означает возьми А, возьми вот это, сдвинь его на, ну вот сдвинь это вот настолько и возьми то, что там лежит. И здесь приходится нам все, наконец, ввести такое понятие, как указатель. Значит, есть указатели. Что такое указатели? Указатели — это такой специальный тип данных, который служит именно для представления адресов в памяти. Вот. Указатели объявляются так. int звездочка x, например. Значит, int звездочка — это такой тип,
который означает указатель на int. Ну, то есть это некоторый адрес в памяти, под которым int лежит. Вот. Соответственно, что можно делать с указателями? С указателями можно... Давайте я сначала скажу, что можно делать с указателями, потом расскажу, как это все связано с вот этими массивами. Что можно делать с указателями? Можно брать указатель и посмотреть, что под ним лежит. Для этого предназначен специальный оператор унарная звездочка. Вот тут проблема есть с обозначениями, значит, но тем не менее. Такая Вот унарная звездочка, взятая от указателя, значит, возьми указатель и верни то, что под ним лежит. Это называется разыменование указателя. Вот значение этого выражения будет int. Если x это int звездочка, то звездочка x это будет int. Некоторые любят, когда объявляют указатели, так и писать. Int, звездочку не под интом ставить, а ставить пробел и вот так писать. С точки зрения языка это то же самое, int звездочка x или int звездочка x, но некоторым больше нравится такой стиль объявления, который как бы подчеркивает, что звездочка x является интом, ну а x тем самым является int звездочкой. Вот такая вот сложная немножечко идея, но как есть. Вот. А еще можно наоборот, у интов, то есть у переменных, которые являются интами, я говорю про инты, но это для любого типа верно, брать адрес их в памяти. То есть по какому адресу лежат эти переменные. Вот можно взять, там, если вы объявили int там, b, то можно взять, ну, вы можете задаться вопросом, а по какому адресу в памяти это лежит? Вы можете написать int там, звездочка y и захотеть, чтобы y это был адресом b в памяти. Для этого служит оператор унарный амперсанд. Нужно взять переменную и одинарный амперсанд перед ней поставить. Вот это вот будет вещь типа int звездочка, которая равна указателю на, ну, которая равна адресу вот этого в памяти. Вы можете провести эксперименты, я вам это советую сделать. Вот взять main, наобъявлять там каких-нибудь интов в разных областях видимости, массивов, а дальше повыводить в cout амперсанд эти инты. Ну, то есть повыводить в cout вот амперсанд x, амперсанд y, амперсанд z, там все, что вы наобъявляли, посмотреть, какие у них адреса. У вас там будут 16-ричные числа, которые различаются на 4. Ну, то есть вы прямо увидите, как в памяти у вас один за другим они лежат. Вот, в какой-то области памяти. Так, что же тогда такое массив? Ну, массив это значит, вы должны взять 100 ячеек, зарезервировать под инты, вот, и как бы, ну, считать, что теперь можно обращаться к итому элементу вот этого А. Значит, у А сейчас тип массив, но А, как и указатель, да, значит, что еще можно делать с указателями? Указатели можно инкрементировать, декрементировать и вообще прибавлять к ним целые числа и вычитать из них целые числа. Вы можете взять x, вот этот вот, добавить к нему 10. Это будет означать шагни на 10 интов вправо от x. Понятно? Почему на 10 интов? Вот здесь как раз важно это указатель на что. Вот любой указатель, почти любой, за исключением одного, можно к нему добавлять числа. И это будет снова указатель того же типа, который на 10 шагов вот такого вот типа отстоит вправо от вот этого. Точно так же можно вычитать. Можно делать инкремент, можно делать декремент, можно делать плюс равно. Умножить, делить уже нельзя. А можно делать разность двух указателей. Если у вас y и x это два указателя, то можно посчитать разность между ними. Вы получите целое число, которое будет означать, насколько y правее, чем x. В смысле вот этом. То есть, насколько шагов такого размера y от x отстоит. Теперь, наконец, я раскрываю тайну, как же работают квадратные скобки. Квадратные скобки на самом деле по стандарту означают: возьми А, добавь к нему 5, и к тому, что получилось, примени унарную звездочку.
массивы поддерживают те же операции друг на другом, что и указатели. Ну, то есть вы объявили А как массив, но он по сути своей является указателем, то есть с ним все это можно делать. Его можно разименовывать. Просто А — это вот указатель на эту область памяти. Хоть там про него и помнят, что он на самом деле массив и лежит под ним 100, но операции он поддерживает все те же, что и указатель. Его можно разименовать, и вы получите сразу вот этот элемент. То есть просто написать звездочка А — это получите начальный элемент. Это, кстати, объясняет, почему нумерация с нуля идет в языке C. Однажды ты спросишь меня, что важнее, ты или программирование? Что у тебя на первом месте, ты или программирование? Я отвечу, что программирование, и ты уйдешь, так и не узнав, что ты у меня на нулевом месте. Вот в языке C и ему подобных нумерация идет с нуля всегда. Это очень важно. И это как раз следует из того, что квадратные скобочки 0 означает ничего не проявлять, никуда не сдвигать указатель начальный. Вот. И это же объясняет, почему работает 5 квадратные скобочки А. Потому что по стандарту это эквивалентно вот этому. Это значит, что 5 квадратные скобочки А превращается в 5 плюс А, и от всего этого звездочка. Но это то же самое. Точно так же, когда вы делаете А квадратные скобочки 150, не важно, что у вас массив был на 100. Это ваши проблемы. Вы сдвинули указатель на 150 и посмотрели, что там лежит. Вы можете провести следующий эксперимент. Вы можете объявить x в main, потом объявить массив на 100 элементов, а затем взять там, ну, например, вы написали int x равно 5, затем int a 100, а затем сказать a минус 1 равно 4. И вы с высокой вероятностью обнаружите, что вот тот x, он изменился. Ну, потому что они подряд объявлялись же, и в памяти они лежат. Сначала x, следом за ним сразу массив от 100 элементов. Я вот вчера, опять же, в очередной раз провел этот эксперимент и обнаружил, что так и есть, да, на моей платформе. Ну, то есть, когда вы делаете а минус 1, это вы, значит, залезаете в память, которая уже не является, не принадлежит этому массиву. Тем не менее, вы с ней можете работать, потому что это память вашей программы. И вы таким образом можете залезть и поменять другие переменные, которые были ранее объявлены где-либо. Так работают указатели, и так работают массивы. Ну, аналогично можно объявлять массивы указателей и указатели на указатели. Указатели на указатели на указатели и так далее. Значит, это все работает по тем же самым правилам, просто там будет 2 звездочки, можно писать int звездочка x квадратной скобочки 100, это значит, вы объявите массив из 100 указателей на int. Вот. Ну, там, каждый указатель может в свою очередь указывать еще на какой-то массив и так далее. Значит, формально про указатели я все рассказал, казалось бы. Но привыкнуть к этому, наверное, тяжело, так сразу, прям сходу. Значит, надо практиковаться, вы со временем привыкнете. Вот. Здесь я ответил на вопрос, почему вот это так работает, почему А150 работает, почему 5 квадратных скобочки А работает. Но я не ответил на вопрос, почему же, что же делать, если вам нужен массив большой, там, массив размера 10 миллионов, например. Ответ заключается в том, что количество памяти, выделенной вам операционной системой изначально, оно фиксированное, ограниченное, занимает там 8 или 4 мегабайта, сколько повезет. И если вы хотите больше памяти затребовать, чем вам изначально выделено, вы не можете это просто так взять и вот объявить int a, потому что то, что вы объявляете вот стандартным способом, оно заносится сюда, вот в этот стэк, вот в эту вот автоматическую область памяти. И когда вы объявляете здесь слишком много, то же самое происходит, когда вы рекурсию слишком глубоко залезаете. Каждый раз, когда вы заново входите в функцию, все локальные перемены, которые в ней вновь объявляются, они наворачиваются вот на этот стэк, и в конце концов вы переполняете. Если вы больше, чем 2 миллиона раз свою функцию вглубь вызовете, то у вас будет stack overflow. Stack overflow — это именно та самая ошибка, когда вы слишком много наобъявляли вот в этой автоматической области памяти, у вас память закончилась. Значит, ну вот, для того, чтобы объявлять массивы размера больше, чем размер стека, вам нужно специальное выделение памяти. Это нужно специальное средство, которое просит у операционной системы память дополнительно вот к тому, что стандартным образом вам дано. Так называемая динамическая память. И вот для